Привет, мои дорогие девочки! Мы с вами сейчас погадаем на такую тему, на зомби Таро, потому что это и живые, и мертвые. Это такое окружение, много чего интересного можно посмотреть на зомби Таро. И мы сейчас с вами посмотрим такую тему. Нравишься ли ты ему? Это про ваших коллег, новых знакомых, в общем, любых людей, мужчин, которых вы хотите, можете загадывать. У нас 4 варианта. И да, давайте посмотрим, нравишься ли ты ему. Ну, давайте смотреть. Первый вариант, второй вариант, третий вариант и четвертый вариант. Нравишься ли ты загаданному мужчине? Именно не любовь будем рассматривать, не супер чувства, а именно вот нравишься или нет. Ну что, загадывайте. Первый, второй, третий, четвертый. Можете несколько, можете все 4 карты загадать. Рандомных и нерандомных. Мужчин, соседей, коллег. Ну, короче, всех, кого вам в голову придет. Что вам интересно посмотреть. И давайте глянем. Ну что, первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте, и мы начинаем. Ну что, поехали. Первый вариант, девочки. Нравишься ли ты этому загаданному мужчине? 20-й старший аркан суда. Ты вызываешь у него глубокие какие-то эмоции. Я не скажу, что прям это просто нравишься, симпатия, но это эмоции. Тут либо люблю, либо ненавижу, нравишься, не нравишься. Короче, это карта суда. Это такие смешанные какие-то чувства. Они то положительное, то отрицательное, то положительное, то отрицательное, типа такое, девочки, он испытывает к тебе. Возможно, это могут быть такие подозрения. Вроде бы и хочется доверять, а не доверяю, или наоборот, да, что-то такое идет. Девятка мечей. Это мужчина чувствует какой-то подвох с твоей стороны. Он боится быть раненым по девятке мечей, да, он боится быть раненым. Это либо, например, ты с ним хочешь встречаться, к примеру, да, а он тебя боится. Он боится, что эти отношения, вообще все это принесет ему боль. Двойка мечей выпадает, да, он очень сильно боится боли, поэтому этот мужчина, ну не то, что прям очень сильно осторожен в отношениях, да, он может себя по-разному вести, но тут могут быть какие-то проверки тебя, да, типа, что и требовалось доказать, ты такая, как и все, там, или еще, ну, по-разному этот мужчина может вести, либо вообще не обращать на вас никакого внимания, потому что он боится, чтобы в его судьбе не было каких-то таких событий, которые могут его очень сильно ранить. Понимаете, девочки? Поэтому здесь это такое может быть резкое отторжение тебя, потому что ты можешь вызвать у него какие-то болезненные эмоции, связанные вот с любовными эмоциями. Нравишься ли ты ему? В общем, девочки, здесь такой вариант выпал. Туз костей, туз кубков и шестерка мечей. Этот мужчина боится отношений с вами, да, этот мужчина боится боли по-любому. Поэтому тут, если вы, это просто какой-то ваш знакомый, и он вам нравится, а вы чувствуете или вот видите, да, что он как будто бы на вас не обращает внимания, или еще что-то, забейте на него, да, забейте. Тут такие все карты, одни мечи повыпадали, 2 туза выпали. Это постоянный какой-то выбор. И этот выбор то ли деньги, то ли любовь, то ли отношения, то ли работа, то ли интим. Короче, все время будет этот выбор у него в голове, ничего не поменяется. Этот мужчина в вашей жизни, скажем так, вот даже если он, может быть, даже вообще не касается вашей жизни, да, но вот если даже представить этот момент, чтобы вы были вместе, то это не совсем простые отношения, да. Мужчина все время мечется, метущийся мужчина. Не знаю, надо мне это, не надо, все остальное, понимаете. Поэтому если просто вы проходите мимо этого мужчины и вдруг его загадали, то, девочки, лучше проходить мимо, потому что с 20-м старшим арканом суда каши не сваришь. И особенно со всеми его этими мечами, которые у него там повыпадали. А давайте, знаете, еще немножко глянем на него.
Что ж такое-то? Что ж такое-то с ним? Что с этим мужчиной не так? Он, девочки, смотрите, ваша пара, если бы она сложилась, была бы императрица и паж кубков. Вот, кстати, сегодня же тоже делала расклад на его чувство к вам, тоже выпадал в одном из раскладов императрица и паж кубков. То есть, смотрите, вы императрица, а он паж кубков. Паж кубков, он с удовольствием, с кайфом служит королевам, да? Какой-нибудь королеве. И, кстати, так как он паж кубковый, он может служить матери своей. Или он может служить только одной какой-то женщине, девушке, которую по-настоящему типа полюбит, как он посчитает. Но вы выпали императрицей. У императрицы, это вообще-то старший аркан, у императрицы 4 пажа. Потому что императрица – это старший аркан. Это не просто королева, да, а старший аркан. Императрице служат 4 пажа. И поэтому, ну, даже короли служат, рыцари служат императрице, да. То есть тут прям такое вот идет еще с семерка мечей, с четверкой кости выпало, да. Семерка мечей это какой-то, знаете, он какой-то раненый, этот мужчина. Он раненый, поэтому он, обжегшись на молоке, на воду дует на самом деле. Поэтому, ну а что тут вообще говорить, нравитесь или нет? Например, для того, чтобы дальше пытаться развивать с ним отношения, да? Ну а толку развивать с ним отношения здесь нету, потому что вы все равно, вы знаете, не напьетесь с этой кружки. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант давайте смотреть. Второй вариант. Нравишься ли ты ему? Туз мечей выпал, девочки. Что с мечей? А почему это? Ну, тут однозначно нет выпадает. Восьмерка мечей. Ему не нравятся разговоры какие-то. Скорее всего, короче, девочки, этому мужчине про вас говорили не очень хорошее что-то, да, либо вы просто совершенно не в его вкусе, потому что тут такой вот туз кубков выпал в одних картах мечей. Три, три карты мечей выпало против одного туза кубков, да, и туз кубков против туза мечей, который выпал в сигнификаторе. Это такой расклад, который говорит о том, что у мужчина отворачивается, либо это какие-то сплетни про вас были, либо у вас какой-то статус, другой статус, понимаете, совершенно не похожий. Вы можете быть и выше его, и ниже его. Если ниже его, значит, это какое-то пренебрежение, может быть, да. Если вы выше и во всем хороши, девочки, такое тоже есть, когда мужчина чувствует, что он не тянет. И это, кстати, очень часто в интернете проявляется. Знаете, когда красотка какая-то выкладывает свои видео-фото, да, обычно какие-то чепушилы, пишут комментарии, как у нее там целлюлит и дряблость и все остальное. Вот такие вот заведущие, грязно, лишь бы что такое гадкое написать, да. И вот здесь, нравитесь ли вы ему, здесь выпало два этих туза. Если вы хотите, например, быть с этим мужчиной, да, тут надо поработать над восьмерка мечей, над разговорами о вас, да, о создании какого-то такого, скажем так, социального положения, статуса, который где-то приравнивает вас, да, где он может поменять свою точку зрения про вас. Тут вот это вот важно. Вот такие дела. Ну, давайте еще глянем. Так, нравитесь ли вы ему? Восьмерка. Вы ему сдалека-то очень нравитесь, девочки, но он не намерен, например, на какие-то серьезные шаги все-таки идти. А вы крутая. Колесница выпала вам и Верховная Жрица, девочки. Вот по факту, если так вот смотреть, если этот мужчина на вас не обращает никакого внимания, или у него может быть даже чувство отвращения какое-то, да, и он игнорит вас и все остальное, это мужчина, который боится вас, боится вашей колесницы и вашей карты Верховной Жрицы. Он боится, что вы его придавите, задавите. Понимаете? Своим отношением к жизни, к своей жизненной
силой, да. И этот мужчина считает, что лучше куда-то убегать. А вот когда сдалека он не... Вот смотрите, восьмерка мечей еще что показывает, да? Восьмерка мечей и восьмерка кубков. Вот сдалека, когда вы не можете до него, как говорится, добраться, да, он чувствует себя в какой-то такой вот безопасности, он чувствует себя защищенным, скажем так, не раздавленным, не растоптанным. Но как только вы очень близко к нему подходите, да, он вот что-то такое вот чувствует. Оно как будто бы похоже на страх, но это не страх. Вот в первом варианте был страх, да. У вас это не страх, это такое вот боязнь осуждения его. Он боится быть осужденным, понимаете, за что-то. Боится в прямом смысле быть осужденным за, как говорится, связь с вами. Вот такие вот дела. Странно, но вот интересно. Девочки, пишите комментарии, почему так, да, если у вас выпало это. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Третий вариант, нравишься ли ты ему? Семерка костей. Ему нравятся все внешние проявления. Красивая одежда, красивая там фигура, ну все такое, знаете. Чем внешне вы проявляетесь, блестите, тем больше, да, тем больше ему это нравится. Украшения женские ему нравятся, деньги нравятся. Выпал дурак и восьмерка хазардов. В общем, девочки, этот мужчина... Чтобы вы понимали, да, что ему нравится. Ему нравятся яркие впечатления, когда он что-то видит. Красивая тачка, красивые украшения, красивая одежда. Вот если вы вся такая расфуфыренная, если вы там, короче, если вы хотите ему нравиться, надо вот, как говорится, какая-нибудь красная помада или там золотые цепочки, кольца. Ну, такое, знаете, чтобы дорого-богато, типа было, да. Вот он это понимает. Например, какой-нибудь стиль old money он не поймет, да. Широкие джинсы он тоже не поймет. Ему и с одной стороны и женственность интересна, но смотрите, женственность-то женственностью. Но смотрите, тут выпал нулевой старший аркан дурака, выпало 2 карты хазардов и 2 карты кости, да. И тут получается такой момент. Он падок, как ворона, на все, что блестит. Понимаете? Это тот мужчина, который будет смотреть на каких-то картинки ишных девушек в бикини, любитель таких каких-то, знаете, яркого всего, расфуфыренного, и такое его интересует. Почему? Он выпал нулевым старшим арканом, который называется дурак или шут. Да? Дело в том, что он, и еще и с этими хазардами, он прикрывает. И он даже и сам не знает, у него нету такого определенного типажа. Понимаете? Нету определенного типажа и определенных триггеров, которые, например, мужчина с возрастом себе вырабатывает. Да? До определенного возраста, вот, лет 25-35, да? Ну, 40 максимум. Потом уже идет на снижение это все, они переходят в дурака. И малолетки, они тоже такие в дурака переходят. То есть тут у вас либо как подросток какой-то идет, такой вот, знаете, 17-летний, то ли это мужчина за 65, которому, что у бабы есть 2 груди, это уже хорошо, да. Или это подросток, у которого тоже есть 2 груди, уже женщины, понятно. То есть у него какое-то незрелое восприятие вас в том числе идет, да, и он на какие-то внешние атрибуты больше смотрит. Поэтому, девочки, если у вас вот такой какой-то скромный, свободного кроя, такая вот одежда, обычная наша, знаете, удобная, да, для жизни одежда, он на это не обратит внимания. Но если на вас леопардовые лосины с лабутенами, ну, или, например, вот я уже утрирую, но все же, да, вот что-то такое вот яркое на вас, да, он, конечно же, обратит на это внимание. Но будет ли он это показывать? Эта карта нулевого старшего аркана прикрыта картами хазардов, прикрыта его тайнами, да. Он тоже вот как-то незрело, он не может делать комплименты. Он такой...
Вот что-то такое будет, понимаете, если он это увидит. Или он будет скрывать то, что вы ему нравитесь. Или как это, знаете, как в школе. Нравится девчонка, буду-ка я ее дергать за косички, чтобы она орала. Вот из того-то, понимаете? Или это уже как мужчина в возрасте, который... ну да, вот это вы придете в супер шикарном платье, вообще красотка супер, да, и прям мужчина сказал: "Ну да, платье можно было бы и подлиннее". Или там еще: "Ну, тебе не особо идет этот фиолетовый цвет". Ну, что-нибудь такое вот. И а-ля вроде бы и заметил, и вроде бы, знаешь, от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому вот этого мужчину можно брать тоже вот таким чем-то блестящим, гламурным, девочки, да, гламурно, красиво, вот такое вот, то на это он падок. Вот такие вот дела. И поэтому, вот смотрите, на вопрос вам больше всего, который вы задавали, да, нравитесь ли вы ему, девочки? Вы ему нравитесь, но проявлять он это совершенно не умеет, понимаете? Он умеет делать комплименты а-ля Инстаграм на эти комплименты, да? Типа, такая, огонь, там, или еще что-нибудь, и все на этом. Вот такие вот дела. И давайте посмотрим четвертый вариант. Нравишься ли ты ему? Двойка хазардов. Нравишься, но он это скрывает. Он это не будет показывать. Либо он женатик к девочке, либо вот как-то он не может этого как-то показать вам. Типа, чтобы там абы чего кто не увидел. Но мы сейчас его еще посмотрим на зомби Таро. Нравитесь ли вы ему? Пятерка мечей. Да, ты ему очень нравишься, понимаешь? Такая вот королева хазардов. Нравишься загадочностью, таинственностью, своим какой-то экспрессией, да, эксцентричностью своей. Ты ему нравишься, но он очень боится по пятерке мечей вообще даже смотреть в твою сторону. Он боится, а бы чего не вышло. А почему? Он придерживается какого-то своего статуса, да, своей работы и все остальное, и проявление, внешнее проявление симпатии тебе, как мужчина к женщине, это, как он считает, может привести, да, к потере его какого-то статуса, да, положения. Поэтому он, девочки, побаивается раскрывать свои какие-то чувства, кому-то показывать. Это есть такие мужчины, кстати, вот, например, у меня даже есть такой один знакомый, и он, короче, знаете, такой вот весь бабник, любвеобильный, да, но он не строит отношения. Я уже говорю, ты уже бобыль, ты уже сейчас будешь старый бобыль, тебе уже типа за 35, а ты даже ни с кем еще и не встречался по-настоящему долго, хотя бы полгода, да, год не встречался. А знаете, он, короче, там, где он живет, короче, ни с одной девушкой не мутил никогда, ни с какие отношения не входил, или супер-супер тайные, да, и то редко-редко. А как только там выезжает в какие-то другие там места, где его никто не знает и никто не может отследить, он такой уж бабник, что просто капец. У него вот чем дальше девушки, тем больше их там было. Все вот как-то, вот какой-то такой травмированный, скажем так. И тоже боится проявляться. И вот у вас типа чуть-чуть такое вот похожее что-то и выпало. Вот такой вот небольшой расклад, мои дорогие были. Пока-пока.